Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте сегодня поговорим о наиболее распространенных психологических установках, которые живут в нашем подсознании и мешают нам разбогатеть. Что такое установка? Это наше видение ситуации, которое мы считаем единственно верным и принимаем за истину, даже если это не так. 97% денежных установок идет из детства. Образ жизни, атмосфера в семье, негативные убеждения и страхи родителей – все это откладывает отпечаток на мышление и останавливает наш финансовый рост. Давайте избавляться от ограничивающих установок, которые мешают нам быть обеспеченными и богатыми. Причина бедности может быть искоренена, если перестать думать штампами бедняков. Психологи считают, что именно внутренние блоки человека мешают ему двигаться вперед, хорошо зарабатывать, создавать для себя комфортную жизнь. Эти фразы о деньгах и богатстве лучше забыть, как страшный сон. Например, копейка рубль бережет. Я должна экономить каждую копейку, чтобы свести концы с концами. Тактика экономить кажется разумной лишь на первый взгляд. Чем больше мы концентрируемся на способах экономии, тем меньше задумываемся о том, как заработать. Позвольте себе купить новую кофточку, платье или сумочку, лишая себя маленьких радостей. Вы все равно не накопите солидную сумму за год. Вторая установка. Деньги портят людей. Образ благородного бедняка, который противостоит мелочному и беспринципному богатею, не искоренен из нашего сознания. С одной стороны, неплохое утешение для себя, с другой еще одна невидимая преграда, мешающая зарабатывать больше. Мы словно боимся потерять свои лучшие качества с увеличением дохода. Нет связи между суммой на счете и личностными характеристиками. Генри Форд заявил, деньги не меняют человека, а просто разоблачают его. Если человек от природы эгоистичный, высокомерный и жадный, деньги лишь подчеркнут это. Установка номер 3. Богатство честным трудом не нажить, все богатые обманщики и преступники. Некоторые верят, что разбогатеть можно только с помощью сомнительных махинаций и интриг. Но сегодня мир стал более открытым, и возможности умножить доход есть у каждого. Например, в 2007 году англичанка Джули Дин основала фирму по производству сумок. Имея всего 600 евро начального капитала, сегодня компания имеет более 120 магазинов, а сама Джули попала на страницы журнала Forbes. Еще одна установка – всех денег не заработать. Обычно эту фразу произносят те, кто не хочет или боится чересчур много работать. Уоррен Баффет, один из самых цитируемых миллионеров, считает, что деньги можно зарабатывать даже во сне. Что это значит? Не обязательно трудиться по 12 часов каждый день. Достаточно иметь пассивный доход, например, сдавать недвижимость в аренду или монетизировать хобби. Установка номер 5. Мы деньги не печатаем. Эта фраза, неосторожно брошенная родителями, приучает к мысли о том, что ради материального благополучия придется тяжело трудиться, при этом занимаясь нелюбимым делом. Профессия и хобби могут и не совпадать, но видеть в работе интерес необходимо, чтобы делать ее качественно. Эта установка поможет обогатиться, в этом уверен бизнесмен и миллиардер Бернар Арно. Деньги – лишь следствие. Не беспокойтесь о прибыли. Если вы будете хорошо делать свою работу, рано или поздно прибыль появится сама собой. Установка номер 6. Если в 40 лет денег нет, то и не будет. Мне уже поздно что-то менять в жизни. Не были богатыми, нечего и начинать. Можно долгие годы сожалеть, что в юности выбрали не ту специальность, или сетовать на отсутствие связи, а можно вдохновляться успешными примерами. С годами у нас появляется много забот, семья и дети отнимают у нас много сил и времени, но есть и преимущества перед молодостью, накопленный опыт, умение взвешенно оценивать риск. Не в деньгах счастье. Лучше быть бедным, но более духовным, чистым человеком. Богаче погрязли в разврате и грязи. Писатель Зиг Зиглар однажды заметил,
Деньги – это не самое главное в жизни, но по шкале необходимости они достаточно близки к кислороду. Энная сумма на счете сама по себе не сделает вас счастливым, зато вы сможете приобрести вещи, которые принесут вам удовлетворение и повысят качество жизни. За богатство придется платить чем-то другим. От этой фразы веет бабушкиными суевериями. Якобы, если человек живет в достатке, то будет страдать от неразделенной любви или мучиться из-за неважного здоровья. Поэтому мы подсознательно боимся лишиться того, что нам дорого, обменяв это на доход. Чтобы быть богатым, нужно родиться в богатой семье. Мои родители не были богатыми, поэтому я так мало зарабатываю. Билл Гейтс однажды сказал: если вы родились бедными, это не ваша ошибка. Но если вы умрете бедным, это ваша ошибка. Мы напрасно думаем, что богачам крупно повезло в жизни. Далеко не всех роскошь окружала с детства. Я не могу себе это позволить. Уверенность в этом ставит незримую планку. Вам кажется, что больше заработать вы не сможете. Если вы получаете меньше, чем хотели бы, попробуйте посмотреть вокруг. Может быть, пора поискать компанию, где ваши компетенции оценят более высоко? Предприниматель Сергей Брин думает, что проблема заключается в нашем мышлении. Я замечаю экзистенциальный страх у молодых людей. Они видят огромные горы там, где я видел лишь небольшой холм, на который нужно было подняться. Еще одна установка. На жизнь хватает и ладно. Большие деньги приносят большие переживания и проблемы. Зачем мне это? Так часто думают те, кто не хочет или боится что-либо менять в своей жизни. Люди привыкают ходить на нелюбимую работу. Им проще жить весьма скромно на имеющуюся зарплату, чем прокачать навыки для получения более высокой должности или освоить новую специальность. Сами предложат и сами все дадут. Поднимая вопрос о зарплате, мы склонны чрезмерно стесняться. Поэтому мы часто называем более низкую ставку, а то и вовсе сразу соглашаемся на предлагаемую сумму. Это вряд ли поможет улучшить материальное положение. Оптимально в данном случае называть заведомо более высокую ставку. Скорее всего, работодатель снизит ее, а вы сможете получить ту зарплату, на которую изначально рассчитывали. Прислушайтесь к себе. Вспомните, какие из этих фраз вам приходилось слышать в детстве от родителей. Деньги грязные, после них нужно мыть руки. Если я разбогатею, мне придется делиться с роднёй, а я этого не хочу. Если я разбогатею, мне станет неинтересно жить с моим нищим мужем, и я разведусь. Если я разбогатею, все будут завидовать и ненавидеть меня. Мне необходимо много и тяжело работать, чтобы выжить в этом мире. Я боюсь, что настанет тот день, когда мне и моей семье нечего будет есть. Деньги у меня не задерживаются, как вода сквозь пальцы. Я не могу просить помощи у мужчины или друзей, я должна сама обеспечивать себя и бежать, как белка в колесе. Все люди мира не могут быть богатыми, а я не в их числе. Накопленные деньги могут сгореть, их могут украсть. Хлеб зарабатываете потом и кровью. Ничего с неба не падает просто так. Все богатые люди несчастны, у них проблемы в семьях и личной жизни. В этой стране все бедные, и с этим ничего не поделать. Если я разбогатею, меня и мою семью сглазят. Я живу от зарплаты до зарплаты и ничего не могу с этим поделать. Богатые люди лучше меня, они имеют связи, поэтому они богаты. Если бы у меня было много денег, я была бы счастлива, а пока нет. Никому в этой жизни нельзя доверять, особенно в денежных делах. Счастливым может быть только богатый человек, без денег жизни нет. Итак, если вы часто слышали и повторяли эти или похожие фразы, у вас наверняка сформировались так называемые денежные блоки в подсознании, потому что это не просто слова, это убеждения, в которые вы до сих пор верите. Чем отличаются от вас богатые люди? Во-первых, они верят, что смогут зарабатывать больше
Во-вторых, они не ограничивают себя возможными страхами, а вдруг, а если. И в-третьих, вместо того, чтобы мечтать о лучшей жизни, сидя на диване, они создают эту жизнь своими руками. Все просто. Почаще говорите себе «мне нужны деньги», потому что они помогают решать многие проблемы и делают жизнь легче. И уж если миллионером в одночасье вы не станете, то, по крайней мере, вы всегда сможете найти источник дополнительного заработка. Будьте счастливы и богаты. И знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много интересного и полезного для себя. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!